Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В преддверии нового поколения видеокарт всегда становится непонятно, что покупать и стоит ли покупать вообще. Так что в этом видео давайте немного разберемся в ситуации, которая сложилась на рынке видеокарт. И посмотрим на то, что сейчас можно взять для игрового ПК. Ну а перед тем, как мы перейдем к обзору рынка видеокарт, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ну а ссылки на все видеокарты из видео будут в закрепленном комментарии. И первым делом я хочу немного прояснить ситуацию с новыми картами, так как сейчас многие придерживаются мнения подождать новое поколение и только потом тарить себе видюху. В общем, уже который раз Nvidia выпускает сначала старшие видеокарты, а уже потом подтягиваются младшие модели, так как в более слабых видюхах ставятся отбракованные чипы с более старших видюх. Поэтому, когда осенью Nvidia выпустит свою новую линейку видеокарт, то это будут не все видеокарты сразу, а только самые топовые. Поэтому ждать именно выхода нового поколения можно только в случае, если вы хотите приобрести топовую видюху, и обычный средний вариант не для вас. А для большинства простых геймеров карты уровня RTX 2070 и ниже появятся скорее всего к Новому году или вообще в следующем году. А теперь стоит еще добавить, что на выходе любое железо стоит конских денег, и цена обычно устаканится только через пару месяцев. И как бы получается, что по нормальной цене новое железо вы сможете взять себе хорошо, если к середине 2021 года. Ситуация с картами AMD такая же, да и плюс ко всему была информация, что их флагман задерживается, и скорее всего его покажут уже в конце осени. Так что имеет смысл либо брать затычку минимум на год и потом ее менять на новое поколение, либо сразу взять достойную видеокарту и посидеть на ней хотя бы года 3. Но все бы было хорошо и просто, если бы не рейтрейсинг. В новых консолях уже однозначно будет поддержка лучей, а значит все игроделы потихоньку перейдут на новую технологию Хуанга. Поэтому, на мой взгляд, все то, что не поддерживает лучи, начнет стареть намного быстрее, и в целом является затычкой, которую потом следует заменить на карту с лучами. И как раз масло в огонь тут подливает AMD, которая вроде как завезет поддержку лучей для нынешних карт. Но справятся ли они с ней и насколько это будет играбельно, пока неизвестно. И вполне может так случиться, что маркетологи AMD решат добавить лагающий рейтрейсинг, как это сделала Nvidia для прошлого поколения. Но гадать на кофейной гуще, что там будет в будущем, смысла нету. Поэтому давайте перейдем к рынку видеокарт и посмотрим на самые удачные модели, которые сейчас можно найти. И как обычно начнем с самых дешевых игровых видюх. На мой взгляд, единственным фаворитом в этом сегменте является GTX 1650 Super. Этой видеокарты сейчас вполне хватает для комфортного FPS, а если вы ждете именно новые карты, то пересидеться на ней будет самое то. Если у вас небольшой бюджет и на счету каждая копейка, то идеальным вариантом будет взять однокулерную версию от Gigabyte. У нее стоит обычный алюминиевый брусок с вертушкой, который в целом справляется с охлаждением. Но если вы готовы выложиться по полной за охлад для и так холодной карты, то стоит присмотреться к версии от MSI, которая уже ощутимо дороже. Но я особо не вижу смысла выкидывать много денег за охлад самой бюджетной игровой видеокарты. Также можно взглянуть в сторону RX 5500 XT на 4 ГБ от компании Sapphire. Тут за те же деньги вы получите примерно ту же производительность и хороший охлад. А вот совсем немного докинув, можно взять уже более мощную карту 1660 Super, которая уже намного ярче будет смотреться в игровом ПК. Если бюджета немного, то смело можно брать гигу с двумя медными трубками. Ну а если сильно хочется хороший охлад, то можно заплатить и за 3 кулера от того же Gigabyte. Главное запастись болгаркой, чтобы она точно влезла в корпус. А вообще на рынке очень много достойных моделей 1660 Super. Можно, например, взять двухкулерную версию от Polit. Но конкретно на момент создания ролика она стоит немного дороже, поэтому лучше взять гигу, которая в целом не хуже. А вот дальше начинается интересный пробел в ценах между картами с лучами и без. И как раз вот тут на рынок входит AMD. Ее RX 5600 XT производительнее, чем 1660 Super. Но и по цене слегка дороже. Если ставить ставку на то, что эта карта получит трассировку, то это, наверное, было бы самое разумное приобретение под новые игры. А вот модель лучше выбрать от фирмы Sapphire, которая лучше всех делает карты AMD. И дальше уже начинаются более мощные карты, которые легко справляются со всеми нынешними играми. А самым доступным решением по производительности и цене тут будет RX 5700 XT. Эта карта имеет на борту мощность, сравнимую примерно с RTX 2070, которая стоит явно дороже. Однако при этом она пока что не имеет трассировку лучей. Поэтому я бы советовал покупать эту карту только тем, кому вообще не интересны лучи, а больше волнует FPS. Но модель лучше взять также от Sapphire. И дальше на рынке уже начинаются карты с лучами.
И самая младшая модель, которую сейчас можно купить, это RTX 2060 Super. С лучами она, откровенно говоря, справляется так себе, но у нее по крайней мере есть поддержка новой технологии. И вполне возможно, что в будущем она сможет лучше с ней справляться, когда игроделы научатся ей пользоваться во всей красе. А вот на хладе в более дорогих картах лучше не экономить. Но если у вас совсем малый бюджет, то можно приглядеться к модели Ventus от MSI. Но с таким посредственным охладом желательно будет подкрутить немного кулера в бернере. А с более достойным охладом можно отметить видеокарту от Polit, которая уже точно не будет закипать летом. А дальше на рынке идут видеокарты, которых точно хватит еще не на 1 год. И первая такая видюха RTX 2070 Super. В ней стоят уже нормальные, так сказать, лучи, которые могут сейчас и точно смогут в будущем. И это как раз та золотая середина, которую можно покупать с запасом. Из моделей можно отметить трехкулерную Гигу, которая очень бодро разогнана с завода и имеет довольно низкие температуры. Ну а любителям переплатить за еще более низкие температуры можно взять версию от MSI. Но учтите, что она очень тяжелая и вам ее точно придется подпирать, дабы она не прогнулась. Ну и самым мощным игровым решением на данный момент стоит отметить RTX 2080 Super. Это почти самая топовая видюха, которая легко справится с даже самыми требовательными играми нового поколения. Ну а так как это не топ видеокарт для миллионеров, то я могу посоветовать вам взять видеокарту от той же Gigabyte. Но учтите, что сильно холодной она уже не будет, ибо потребление этого зверя 250 Вт. В общем, вот такой топ видеокарт у меня получился. Самое интересное, что у Gigabyte в очередной раз получилось занять большинство позиций своим трехкулерным охладом. Однако для старших карт его уже не так сильно хватает. Ну а если у вас есть какой-то вопрос по сборке ПК, то вы спокойно можете написать мне его в комментариях под видео или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!